Когда собаке на улице нужна помощь, нет горячей линии, по которой она могла бы позвонить. Здесь нет диспетчера 911, который мог бы прислать ветеринара, нет терапевта, с которым можно проконсультироваться для дворняжек, попавших в трудную ситуацию. К счастью, есть группы, которые могут стать следующим лучшим вариантом. Когда Эльдаду Хагару, основателю Лос-Анджелесской некоммерческой организации Hope for Paws, поступил звонок о раненой собаке, он поспешил на место происшествия. Оказавшись там, он обнаружил раненого питбуля в боковом переулке, и тот отчаянно нуждался в помощи. Тяжело раненый и живущий на улице, пес терял время. Сможет ли Эльдад спасти ее, пока не стало слишком поздно? Ситуация может показаться безнадежной для брошенной собаки, которая получила травму. Поскольку специальной горячей линии экстренной помощи нет, животное само должно постоять за себя и попытаться вылечиться до того, как столкнется с какой-либо опасностью. К счастью, надежда есть. Эльдад Хагар, крайний слева, основатель Hope for Paws, некоммерческой организации, занимающейся предоставлением собакам второго шанса. Однажды Эльдаду и его команде позвонили по телефону и сообщили о раненой собаке. Друзья звонившей заметили собаку на обочине дороги и следовали за ней в течение 2 часов, пока она не упала в обморок в темном переулке. Эльдад сам примчался на место происшествия. То, что увидел Эльдад, было душераздирающим. Питбуль забился в кусты, одинокий и испуганный. В темноте, с низко опущенной головой, Эльдаду было трудно разглядеть, насколько серьезно она была ранена. Тем не менее, он знал, что ему придется сделать все возможное, чтобы спасти эту испуганную дворняжку. Сначала Эльдад вытащил свой счастливый поводок. Всякий раз, когда животное нуждается в спасении, у Эльдада всегда под рукой его красный поводок с рисунком подсолнуха. Он аккуратно накинул его на питбуля без проблем, она, похоже, привыкла подчиняться, потому что вообще не сопротивлялась. С поводком на шее Эльдад перешел к следующему этапу спасения и к тому, который мог подвергнуть его самой большой опасности. Он медленно положил руку на голову собаки и несколько раз погладил ее за ухом. К счастью, собака, которую Надежда на лапы впоследствии назвала Кейденс, не сопротивлялась. Она восприняла прикосновение Эльдада как долгожданное облегчение. Без долгих уговоров Эльдаду удалось увести Кейденс из ее маленькой лачуги в переулке. Было неясно, чувствовала ли она себя с ним комфортно или просто привыкла делать то, что ей говорили. В любом случае, даже под защитой Эльдада ей предстоял долгий путь. Эльдад быстро оценил травмы Кейденс, прежде чем отвезти ее к своей машине. При свете было легче разглядеть все порезы и открытые раны на ее лице. Он подозревал, что предыдущий владелец Кейденс использовал ее в качестве собаки-приманки, боксерской груши для тренировок нелегальных бойцовых собак. Несмотря на свое состояние, Кейденс точно не была сломлена духом. Когда Эльдад подвел Кейденс к своему внедорожнику, она без колебаний запрыгнула прямо на переднее сиденье. Может быть, она поняла, что наконец, то в безопасности, или, может быть, езда на машинах была просто одной из немногих радостей в ее прошлом. Как бы то ни было, она была готова отправиться в путь. Вернувшись в центр «Надежды для лап», Кейденс сразу же была окружена любовью и привязанностью. Каждый вечер приходила сотрудница по имени Жаклин Аникона на фото и относилась к Кейденс с теплотой и заботой. Наконец, то собака получила то внимание, которого заслуживала после полной страданий жизни. Однако более важным, чем любовь и привязанность, было медицинское обслуживание. Кейденс была в тяжелом состоянии, и ее лицо было покрыто свежей кровью. Ее глаза были серьезно повреждены острыми когтями и зубами других собак, а морда была изодрана в клочья. К счастью, у Надежды на лапы были под рукой медицинские эксперты, которые могли позаботиться о ней. Один из таких медицинских работников, доктор Кристин Фаррер, провела Кейденс экстренную операцию на глазу, чтобы спасти ее зрение. Это потребовало огромной точности и нескольких швов, но после операции и 2-недельного восстановления зрения Кейденс стала почти как новенькая. Лучшая часть спасения — Кейденс не потребовалось много времени,
чтобы завести нескольких собачьих друзей и обрести счастье с приемными родителями. Просто посмотрите, как она выглядит сейчас, на видео ниже. Слава Богу, что такие люди, как Эльдад, и такие организации, как Hope for Paws, смогли дать этому очаровательному питбулю второй шанс.